6 января не является окончательным сроком для внесения исправлений в результаты выборов. Если получится остановить воровство 6 января, это снимет много стресса, но если так не произойдет, не волнуйтесь. Есть только одна конституционная дата – 20 января. Все взоры политически заинтересованных людей устремлены на 6 января. Это день, когда совместное заседание Конгресса будет подсчитывать голоса выборщиков. Патриоты, которые справедливо полагают, что выборы были слишком сфальсифицированными, чтобы их не оспаривали, в эту дату вложили много эмоционального капитала, но на самом деле это не тот срок, в который все может решиться. Настоящее завершение выборов происходит 20 января. В этот день официально заканчивается срок действующего президента. Так что же происходит 6 января? Что, если Конгресс не исправит результаты выборов? Это конец? Нет, в этот день закрываются 3 пути для исправления ситуации. Законодательное собрание штатов, Конгресс, председатель Сената, вице-президент или Верховный суд могут принять меры по исправлению выборщиков. Законодательные органы штатов могут исправить своих выборщиков до этого, и хотя в настоящее время предпринимается несколько попыток сделать это в спорных штатах, пока еще ничего не произошло. Но это еще может случиться. Конгресс может действовать. Если один сенатор и один представитель возражают против списка избирателей, 2 палаты разделяются для обсуждения между собой. Если в обеих палатах достигается большинство, то выборщики либо полностью отбрасываются, либо их можно заменить заместителями. Это тоже все еще может произойти, но это кажется маловероятным. В-третьих, Майк Пенс может действовать. Некоторые сомневаются в этом, хотя как председательствующему ему предоставляется широкий спектр возможных действий. Но кажется маловероятным, что Пенс вообще хочет что-то делать. Любая комбинация этих 3 действий должна произойти до 6 января, чтобы скорректировать результаты выборов. Но 4-й вариант, Верховный суд, имеет право действовать после 6 января. Именно в этот момент некоторые будут стонать о том, что Верховный суд не действовал до сих пор, и у нас нет никакой надежды на то, что они будут действовать в будущем. Но если мы посмотрим на 2 иска, которые они рассмотрели до сих пор, то увидим, что они не получили доказательств ни по одному из них. Вопреки распространенному мнению, Верховный суд не отклонял никаких исков по существу. Не волнуйтесь из-за того, что Брett Кавана, Эми Кони Барретт и Нил Горсуч отказываются от участия в голосовании по иску Техаса. Шансов, что Верховный суд рассмотрит дело, было мало по множеству причин. Проблемой является то, что иски были поданы в отношении изменений в протоколах выборов, которые нарушали законы штата и федеральные законы. Но это были не только 4 штата. 27 других штатов внесли аналогичные изменения, но не были включены в иск, потому что подсчеты либо не были закрыты, либо их выиграл президент Трамп. Все это вместе взятое было причиной для того, чтобы не давать искам ход. Чтобы Верховный суд мог действовать, эти или будущие иски должны продемонстрировать, что была создана атмосфера для фальсификации избирателей, что фальсификация избирателей имела место в массовом масштабе и что такого масштаба было достаточно, чтобы изменить результаты выборов. Если это произойдет, да, Верховный суд, скорее всего, рассмотрит дело, и по крайней мере 5 судей будут действовать соответственно. 20-я поправка объявляет, когда официально заканчивается администрация, но не определяет, когда начинается следующее. Вполне возможно, что Верховный суд может приостановить инаугурацию до вынесения решения по делу, и в этом случае произойдет странная вещь. Президент Трамп уйдет с поста, но его место не займет Джо Байден. В этом случае спикер палаты станет исполняющим обязанности президента Соединенных Штатов до тех пор, пока Верховный суд не освободит президента Трампа или Байдена до официального вступления в должность. Это может показаться ужасным, если Нэнси Пелоси на некоторое время станет президентом, но это будет только временно. Да, здесь возможно множество сценариев. Мы бы хотели, чтобы все было завершено 6 января, чтобы президент Трамп мог провести прекрасную церемонию инаугурации, но этого может не произойти. А если нет, не волнуйтесь. До тех пор могут произойти самые безумные вещи. Несмотря на все это, мы все еще находимся в той же лодке, в которой были некоторое время. Нам нужен Бог, чтобы дать всем ясно понять, что демократы и их кураторы пытались украсть выборы. Если это произойдет, слава Богу. Если этого не происходит, значит его план отличается от нашего, и мы все равно славим его. Держитесь курса, ребята. Правда выходит на поверхность, и хотя выяснить это было непросто, мы никогда не обещали, что это будет легко. В конце концов, мы сражаемся с великими силами зла. Но в итоге мы все равно выигрываем. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте.
ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.